Привет, это Навальный. Ну что, давайте обсудим, что же у нас получилось по итогам этих 15 месяцев с того момента, как я заявил о своем участии в этих выборах. Путин испугался и меня не допустил, после чего мы с вами призвали к забастовке избирателей и бойкоту этих выборов. Позавчера было голосование, вчера посчитано почти 100% бюллетеней, то есть у нас с вами есть цифры. И самый главный вопрос: оказалась ли эффективной забастовка избирателей? И мой ответ – конечно, да. И тут вы меня спрашиваете, ну как же так, Алексей? Ведь в прошлый раз явка на выборы была 65%, а в этот раз 67,5%, то есть больше. Объясни же нам, как ты можешь считать такое успехом? Объясняю. Первое. Наша забастовка стала успешной, потому что она оказалась важнее самих выборов. Это было главное политическое противостояние. Не Путин соревновался с теми марионетками, которых он сам выставил. Это вообще никого не интересовало. Но мы же с вами много месяцев назад предсказали до процента результат голосования. Он не мог быть другим. У Путина будет от 73 до 76%. Это мой прогноз. Вам объявят, что Путин стал президентом и получил 73%, 74%, более 70%. Политическая борьба заключалась в чем? Мы с вами сказали, это не выборы, мы их не признаем, мы на них не пойдем, и мы будем всех вокруг агитировать против этого. А Путин нам сказал, ах так? Тогда я за уши, за руки, за ноги затащу туда всех бюджетников, запугаю всех студентов, буду проводить школьные референдумы и родительские собрания в воскресенье, чтобы дети вели своих родителей на участке. Под угрозой увольнения у меня пойдут голосовать все работники госпредприятий, коммунальщики, работники почты, вообще всех, кого мы можем заставить, мы заставим. И вся страна наблюдала, как в последние месяцы всех, в самом деле, за уши тащили на выборы. От военных до попов всех заставили прийти. То я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Из каждого утюга звучало «приходите на выборы». Плюс вся государственная машина обрушилась на штабы нашей забастовки. У нас каждый день аресты, изъятия, обыски. Обыски, изъятия, аресты. Они все смотрели, значит, акцентировали свое внимание на тех листовках, которые у нас есть, стали их пересчитывать, описывать. И в данный момент они забрали все листовки, которые есть в штабе. И только это представляло интерес. Только результат противостояния нашего с вами и Кремля. Второе. Теперь давайте посмотрим на цифры. Как же они, такие большие, крутые и сильные, смогли победить нас, таких маленьких и слабеньких? И тут сразу возникает вопрос. Владимир Владимирович Путин, а зачем вы съели несколько миллионов человек? Нет, на самом деле, я не шучу. Смотрите. На президентских выборах 2012 года в списках избирателей значилось 110 миллионов человек. После этого присоединили Крым 1,8 миллиона избирателей. Плюс, по официальным данным, Россия предоставила гражданство как минимум 600 тысячам взрослых людей. Это в основном мигранты, наши соседи из Средней Азии и Украины. Плюс, каждый год в каждом своем большом выступлении Путин рассказывает о том, что численность населения в России растет благодаря его мудрой политике. Наши демографические программы доказали свою эффективность, и мы продолжим их реализацию. Мы смогли переломить негативные демографические тенденции, сумели сгладить последствия двух тяжелейших, наложившихся друг на друга демографических провалов. Наша демографическая политика доказала свою результативность. У нас третий год подряд уже естественный прирост населения. Получается, что 18 марта в списках избирателей должно было быть как минимум 112 миллионов человек, а скорее всего больше. Но ведь население-то росло. И что же мы видим в итоговом протоколе Центризбиркома? 109 миллионов человек. То есть на миллион меньше, чем было на прошлых президентских выборах. А где же крымчане? А где же мигранты? А где же прирост населения? То есть либо Путин натурально съел всех этих людей, либо наша Россиюшка вымирает рекордными темпами. Либо Центризбирком подделал эту цифру для того, чтобы снизить количество избирателей, увеличив явку на выборах.
Третье. Фальсификации, вбросы. Но я бы вам мог долго показывать эти видеоролики, ими забит весь YouTube. Мы же с вами отправили наблюдателей на Северный Кавказ и даже в Чечню. И там увидели все. Ну вот типичная ситуация. Участок 427 в городе Грозном. Там есть наши наблюдатели. И явка 34% избирателей всего. А вот участок 428 совсем рядышком. Только там нет нашего наблюдателя. Явка 96,4%. И вся страна так. Мы с вами выставили больше 33 тысяч наблюдателей, и они просто сидели и считали. И вот мы видим, что в Татарстане реальная явка нами посчитанная 60%, а по бумагам она 74%. В Мордовии реальная явка 53%, а по бумагам она 78%. В Дагестане мы насчитали через настоящих наблюдателей 39%, а по бумагам там 87%. Четвертое. Впервые в истории страны непонятно откуда образовалось аж 6 миллионов человек, пожелавших проголосовать не по месту регистрации, а где-то еще. Вы помните, мы провели эксперимент и показали, что вот эта система позволяет одному человеку проголосовать много раз. Еще одно убедительное удостоверение на соседний участок. ЦИК, конечно, это опровергал, но после выборов кандидат Грудинин даже признал: да, Навальный был прав, и они зафиксировали то же самое. К сожалению, оказался прав Навальный. И проголосовать 2-3 раза можно. И мы имеем такие примеры в Московской области. Ясно, что подсчет голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной. А что такое вот эти 6 миллионов виртуальных душ? Это от общего количества избирателей 5%, а от проголосовавших это вообще 8%. Колоссальная цифра. Вот и все. Снимите то, что очевидно подброшено, и вы увидите, что забастовка наша была весьма успешна. Миллионы людей принципиально отказались идти на выборы, потому что их не признали. И Путин был снова вынужден подделывать, потому что в честной борьбе он нам противостоять не может. Ну и самое главное, что мы имеем сейчас, чего не имели 15 месяцев назад? Нас, друг друга. За это время мы создали живую, мощную и идейную политическую сеть по всей стране. Больше 80 отделений. Десятки тысяч людей работает. Наблюдателей мы с вами выставили, ну не то что больше, чем все остальные кандидаты в президенты вместе взятые, а в 10 раз больше, чем все вместе взятые кандидаты в президенты. Но только мы это сделали в условиях давления, запугивания, в условиях отсутствия финансирования. Мы же с вами еще и деньги сами собираем, без олигархов и без бюджетных средств. Да, нас не признают, нас вытесняют, нас называют несистемная оппозиция, но все равно мы с вами самая большая политическая сила страны. Никого не должны смущать и обманывать вот эти вот 76% за Путина. Это не означает, что Путин очень популярен. Это означает только то, что Россия, к сожалению, бедная, отстающая и деградирующая страна. И во всех таких странах вы увидите президента с рейтингом еще и повыше, чем у Путина. Почти весь бывший Советский Союз такой. Вся Африка такая. Вот куда ни гляньте, сидит у власти какое-то варье, но у лидера этого варья на выборах 90%, и он у власти 20 лет. Вот смотрите, в Самарской области сейчас Путин получил 76%. А был такой губернатор Меркушкин, чокнутый, сумасшедший дед. Мы про него снимали расследование. Так он набирал там 91%. Ну и что, мы теперь должны признать Меркушкина национальным лидером России? Самым популярным политиком современности? Да нет, он просто жулик, вор и фальсификатор. Сняли его с должности, и уже про него никто и не помнит, не вспоминает. И с Путиным точно так же. Люди просто не видят альтернативы. Им зомбоящик годами промывает мозги. Только Путин, только Путин, только Путин. Без Путина вся страна разваливается. В любом случае, у Путина чемпионский рейтинг. Верим в Россию и верим в себя. Совершенно открыто должен сказать, как о патриарх, который призван говорить правду о том, что огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. Но они и верят, ведь у них единственный источник информации – это телевидение. Мы с вами за эти 15 месяцев стали сильнее, нас стало больше. Мы научились решать сложные масштабные задачи. Эти выборы, по сути, они были просто эпизодом борьбы.
нашей с вами борьбы за нормальное государство, где можно жить и работать так, как живут и работают в развитых странах. И только мы с вами можем противостоять этому Кощею, который тянет нас в бедность, который превращает Россию в страну третьего мира просто для того, чтобы сидеть у власти, воровать и получать вот этот самый липовый процент. Самый могучий, самый наилучший, ничего не скажешь, молодец. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в нашей кампании в любом виде. Кто агитировал, поддерживал, распространял в соцсетях, перечислял деньги, работал наблюдателем. Вы молодцы, и вы лучшие люди страны. Но я с вами не прощаюсь, ведь мы не будем останавливать нашу работу ни на минуту. От выборов до митингов, от расследований до судов мы будем делать все для превращения нашей страны в прекрасную Россию будущего.